Крутое пике украинской политики. После коррупционного скандала в энергетике должности может лишиться глава офиса президента Андрей Ермак. Испания выделит Украине помощь более 800 миллионов евро, а Москве Киев предъявит счет за экологический ущерб на миллиарды. Саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Москве. Путин пытается сохранить торговые связи на фоне новых санкций. Казахстан и Эстония подписали договор об инвестициях на $500 миллиарда. Трамп пожаловался наследному принцу Саудовской Аравии на несговорчивость Путина и потребовал отобрать лицензию у телекомпании ABC, одной из старейших в мире. Президент Мексики отказалась от предложения Трампа ввести американские войска. Совет безопасности ООН поддержал план Трампа по Газе. За палестинцы, израильтяне, но Хамас против и вновь угрожает. Британия выпустила уникальную монету – 2 фунта стерлингов. На ней вместо Чарльза изображен другой король. Здравствуйте! Мы рассказываем о самом главном и самом интересном. События, которые меняют мир и жизнь каждого из нас. Обязательно подпишитесь. Это «Один день» и я Андрей Данилевич. Загадочные переговоры непонятно где и непонятно с кем. Накануне издание «Бабель», ссылаясь на свои источники, сообщило, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправился в Лондон на встречу с экс-главнокомандующим Вооруженных сил Украины, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. О чем Ермак собирается говорить с Залужным, издание не уточнило. Нынешняя поездка Ермака происходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от «Слуги народа», уволить самого Ермака. Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк ранее утверждал, что Ермак фигурирует на пленках Миндича под кодовым именем Али Баба. Вскоре после публикации этой новости бывший народный депутат Украины Борислав Береза заявил: «Никто никуда не летит». Для всех, кто пишет, что Ермак летит к Залужному в Лондон, сообщаю, что не летит. Подтвердили лучшие из злых языков Банковой. Причина – в плотном графике генерала не нашлось места для встречи с Али Бабой. Бабелю советую перепроверять свои источники информации. Они сливают Дезу. Тем. Примерно в это же время журналист The Economist Оливер Кэрролл написал в соцсети X, что переговоры между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Ермаком, которые планировались на 19 ноября в Стамбуле, отменены. Говорят, что Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаба скандала, в который он вляпался, соглашаясь на эту встречу. А самолет Зеленского вечером во вторник вылетел в Турцию, только не в Стамбул, написал в своем телеграме украинский народный депутат Ярослав Железняк, а в Анкару, где состоится встреча с президентом Эрдоганом. Часть 2. Из Турции президент должен был возвращаться вместе с Ермаком в Украину. В четверг, 20 ноября, быть дома. Но Ермака нет и не будет в Турции, и не будет возвращаться вместе с президентом в четверг. И даже пятницу. У него, по утверждению моих источников, в пятницу уже стоит встреча в Риме. Поэтому сериал «Али Баба и 40 разбойников» становится еще интереснее. На президента Зеленского сейчас сильно давят, чтобы он уволил своего влиятельного топ-советника Андрея Ермака. Об этом пишет Политико. Давление с целью избавиться от Ермака, о котором Политико рассказали 4 высокопоставленных украинских чиновника, участвующие в политических дискуссиях в Киеве, создает проблему для Зеленского, поскольку оно исходит частично из рядов его собственной партии «Слуга народа». Ожидается, что кризис достигнет пика в четверг, когда Зеленский проведет ключевые встречи с правительственными чиновниками и депутатами парламента. Ермак возглавляет президентскую канцелярию и является умелым политическим оператором, который играет решающую роль в управлении Зеленского с момента его прихода к власти в 2019 году. Некоторые считают его почти вице-президентом. Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 615 миллионов евро. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес на совместной с президентом Зеленским пресс-конференции. По словам Санчеса, новый пакет поддержки для Киева Испания утвердит в течение месяца. Из выделенной суммы 400 миллионов предназначены для закупки оружия. В том числе речь о поставках вооружения в рамках инициативы ПУРЛ, которая предполагает покупку оружия странами ЕС у США для последующей передачи Украине. Также Испания выделит 215 миллионов евро через европейскую программу SAFE на финансирование закупки Украиной радаров и средств по борьбе с дронами.
И вместе с этим пакетом в 615 миллионов евро, о котором я только что рассказал, я сообщил президенту Зеленскому, что наша страна с сегодняшнего дня запускает новый финансовый инструмент поддержки на 200 миллионов евро для ускорения восстановления Украины. Таким образом, речь идет о том, что Испания мобилизует 817 миллионов евро. Во-первых, чтобы поддержать украинскую армию в защите свободы и территориальной целостности Украины от захватчика. Во-вторых, чтобы защитить ее гражданское население. И, наконец, чтобы содействовать восстановлению и модернизации инфраструктуры, поврежденной не империализмом Путина. Украина потребует от России почти 44 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный украинским землям, лесам и полям во время войны. Как заявляет в украинском Минэкономике, количество выбросов от использования ископаемого топлива, цемента и стали в ходе боевых действий растет с каждым днем. Тем временем в Нидерландах подсчитали, с начала полномасштабного вторжения объем выбросов углекислого газа увеличился на 200 миллионов тонн. Это почти равно годовому объему выбросов Ирландии, Бельгии и Австрии вместе взятых. Остается неясным, из каких источников будет выплачиваться компенсация. Предположительно, могут быть использованы миллиарды долларов замороженных российских активов. Помимо жертв этой войны, много людей погибло. У нас есть и наша природа, наша экологическая система, которая является как бы немой жертвой этой войны. Был нанесен большой ущерб воде, земле, лесам, и у нас имеется огромное количество дополнительных выбросов углекислого газа и парниковых газов. Мы пытаемся определить правовой подход, правовые механизмы, с помощью которых мы могли бы привлечь Россию к ответственности за весь этот ущерб. По сути, мы уже начали эту работу, и я считаю, что это вопрос не только для Украины, потому что последствия этого ущерба выходят далеко за ее пределы. Вся эта система компенсаций за ущерб от войны, и я сейчас говорю не только об окружающей среде, но обо всем военном ущербе, является чем-то совершенно новым. И тот факт, что у нас появилась такая система, где на очень детализированном уровне, знаете, отдельные люди могут подавать иски, это действительно новшество. Ничего подобного раньше не делалось в других конфликтах. Уникальность также в том, что в систему встроен экологический компонент, включая влияние на окружающую среду и на климат. В этом смысле Украина действительно первопроходец по многим вопросам. Путин хочет усилить влиятельность Шанхайской организации сотрудничества. В Москве завершилось заседание глав правительств стран ШОС. Напомню, в организацию входят 10 государств – Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. На встрече с лидерами делегаций ШОС Путин заявил, цитирую, «У всех нас одна общая цель – повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений». Конец цитаты. Также Путин провел отдельный тет-а-тет с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Как пишут российские СМИ, Путин попросил Ли передать привет Си Цзиньпину. В Кремле утверждают, в настоящее время отношения между странами переживают наилучший период за всю историю. Только что мы встречались в кругу участников Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, обсуждали перспективы развития этой важной и заметной, авторитетной международной площадки. Тесная российско-китайская работа в этом формате способствует становлению организации в качестве одной из опор многополярного мироустройства, вовлечению в ее орбиту государств глобального юга и формированию открытой и недискриминационной международной мировой системы. Как сообщает Синьхуа, Китай на саммите ШОС призвал стороны дальше укреплять механизмы сотрудничества в области безопасности, в полной мере использовать важную роль 4 центров безопасности, способствовать тому, чтобы международное сообщество совместно придерживалось мультилатерализма, содействовать всеобщей безопасности и прочному миру. Казахстан и Эстония заключили сделки на сумму более 500 миллионов долларов. В Астане прошел казахско-эстонский бизнес-форум. Его главными участниками стали президенты Казахстана и Эстонии Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис. Как сообщила пресс-служба Токаева, такой форум способствует активизации двустороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций. Президент Казахстана обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства,
Министерства промышленности, финансов и образования, а также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в стране. На полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов. Для Эстонии и Казахстан это ворота в Центральную Азию, заявил эстонский президент. Европа является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана, и при поддержке Европейского Союза Казахстан сегодня строит новый торговый коридор между Европой и Азией. Как и Эстония, Казахстан расположен на пересечении торговых путей. Для Эстонии Казахстан означает ворота в Центральную Азию. Для Казахстана Эстония могла бы стать связующим звеном с Европейским Союзом. Один день. События, которые меняют мир. Подписывайтесь на наш канал. А Трамп не перестает удивляться Путину. В Белом доме во время совместной пресс-конференции с кронпринцем Саудовской Аравии американский президент снова напомнил, именно он закончил 8 войн в мире. Овальный кабинет – это самое могущественное место в мире. Прямо сейчас вы стоите в самом могущественном месте на Земле. И неважно, насколько вы велики, сюда приходят самые влиятельные люди, самые богатые. Они заходят в этот кабинет. Это особенное место, не правда ли? Посмотрите на него. Он так счастлив быть здесь. Но когда вы заходите в этот кабинет, это овальный кабинет. И мы сделали здесь много хорошего. На самом деле я остановил 8 войн. Я ценю ваш предыдущий вопрос, но я действительно остановил 8 войн. Есть еще одна, которая может быть с Путиным. Я немного удивлен Путиным. Все заняло больше времени, чем я думал. Но мы остановили Индию и Пакистан. Могу пройтись по списку, вы знаете его лучше меня. Я очень горжусь. И я остановил одну войну, которая почти снова должна была начаться. Напомню, месяц назад Дональд Трамп во время интервью телеканалу CBS News показал распечатанный список военных конфликтов, которые он, по его словам, завершил. На листе бумаги была его фотография с поднятым кулаком и надпись «Президент Трамп – президент мира. Он завершил 8 войн за 8 месяцев». США почти единогласно одобрили законопроект о деле Эпштейна. Палата представителей Соединенных Штатов поддержала публикацию документов расследования в отношении покойного миллиардера, который торговал людьми, Джеффри Эпштейна. За проголосовали 427 конгрессменов. Демократы используют трагедию Эпштейна, невыразимое зло, которое этот человек совершил со своей сетью торговли людьми, и всеми злоупотреблениями, через которые пришлось пройти этим молодым женщинам. Они используют это как политическое оружие, чтобы отвлечь внимание от своих провалов как партии и изо всех сил пытаются каким-то образом связать президента Трампа с этим ужасным скандалом. Сегодня, несмотря на все гигантские попытки сокрытия информации со стороны этой администрации и этого спикера Палаты представителей, мы будем голосовать за публикацию всех материалов по делу Эпштейна. Чтобы было ясно, нет никакой защиты для тех, кто совершает сексуальные преступления против детей, нет защиты для богатых и могущественных мужчин из любой партии. С самого начала я был принципиально против этого законопроекта. То, что было неправильно в законопроекте 3 месяца назад, по-прежнему неправильно сегодня, он пренебрегает 250-летней практикой уголовного правосудия в США. В нынешнем виде законопроект раскрывает информацию и причиняет вред тысячам невинных людей, свидетелям, тем, кто предоставлял алиби, членам семей и другим. Теперь документ направляется в Сенат, где республиканским лидерам нужно решить, отдавать его на подпись президенту Трампу или нет. Напомним, в начале недели Трамп резко поменял свою позицию касательно файлов Джеффри Эпштейна и заявил, что подпишет законопроект, если Конгресс его одобрит. Трамп хочет лишить лицензии американский телеканал ABC News и уже поручил Федеральной комиссии связи США изучить этот вопрос. Трамп сделал это заявление после того, как репортер ABC News спросил его о политическом скандале, связанном с Джеффри Эпштейном. Знаете, дело не в вопросе. Меня раздражает ваше отношение. Я считаю, что вы ужасный репортер. Это то, как вы задаете вопросы. Вы начинаете с человека, который пользуется огромным уважением, и задаете ему ужасный, дерзкий и просто отвратительный вопрос. И ведь можно было задать тот же самый вопрос вежливо. Вы весь заведенный, кто-то в ABC вас накрутил. Они вас накручивают. Вы ужасный человек и ужасный репортер. Что касается файлов Эпштейна, я не имею никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал его больным извращенцем. Как оказалось, я был прав. Но, знаете,
Кто имеет к нему отношение? Билл Клинтон, Ларри Саммерс, который руководил Гарвардом, он был с ним каждую ночь, каждые выходные. Они жили вместе. Они много раз летали на его остров. Я — никогда. Эндрю Вайсман, насколько я слышал, все эти люди были его друзьями. Но вы даже не говорите об этих людях. Вы продолжаете гнуть линию профайла Эпштейна. И я вам кое-что скажу. Я считаю, что у ABC надо отобрать лицензию, потому что ваши новости настолько фейковые и настолько неправильные, и у нас есть отличный комиссар, председатель, который должен на это взглянуть. Потому что, когда вы выходите в эфир и даете 97% негативных новостей о Трампе, а Трамп выигрывает выборы с огромным отрывом, это означает, что ваши новости, очевидно, недостоверны, и вы недостоверны как репортер. Если вы цените нашу работу, становитесь спонсором «Одного дня». Мы являемся независимым каналом, и для нас очень важна ваша поддержка. Подпишитесь на «Один день» и становитесь его спонсором. Ваша поддержка помогает нам оставаться независимыми. Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум решительно отвергла возможность военной интервенции США после того, как накануне Дональд Трамп заявил, что поддерживает более жесткие меры против наркокартелей, включая наземные удары. Шейнбаум подчеркнула, что Мексика действует исключительно на своей территории и не принимает вмешательства других государств. Этого не будет. На самом деле, позже было опубликовано заявление. Я много раз говорила об этом в разговорах, которые у меня были с президентом Трампом, телефонных разговорах, где он неоднократно предлагал или говорил: «Мы предлагаем вам военную интервенцию со стороны Соединенных Штатов в Мексику, все, что вам нужно, чтобы бороться с преступными группами». Но я каждый раз отвечала, что мы можем сотрудничать, что они могут помочь нам информацией, которой располагают, но что на своей территории мы работаем сами. Мы говорили об этом с Госдепартаментом, с Марко Рубио, и они поняли. Настолько, что наше взаимодействие с ними — это сотрудничество и координация. И в первых пунктах очень четко прописано уважение к суверенитету, уважение к нашей территориальности, а также то, что есть сотрудничество и координация без подчинения. Террористическая группировка «Хамас» отклонила принятие Советом Безопасности ООН резолюции, одобряющей план Дональда Трампа по Газе, заявив, что он направлен на установление международной опеки над анклавом. Эта резолюция полностью принимает позицию Израиля и полностью игнорирует позицию Палестины и интересы нашего палестинского народа здесь, в секторе Газа. Нетаньяху не хочет продолжать соглашение о прекращении огня, а вместо этого хочет навязать свое видение сектору Газа и всему региону. Необходимы позиция и резолюция Совета Безопасности о прекращении войны в секторе Газа, недопущении возобновления оккупации этой войны, разрешении поставок гуманитарной помощи и указаний политического пути, ведущего к созданию независимого палестинского государства. Министр иностранных дел Палестины Варсен Агабикан Шахин назвала принятие Советом Безопасности ООН резолюции по плану Трампа для Газы необходимым первым шагом на долгом пути к миру. Резолюция ООН — это первый шаг на долгом пути к миру. Этот шаг был необходим, поскольку мы не могли предпринять никаких дальнейших действий, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Поэтому прекращение огня важно и сыграло важную роль в спасении жизней палестинцев. Но это означает, что есть и другие вопросы, которые нам необходимо решить. Это означает, что нам нужно обеспечить, чтобы этот вопрос подпадал под действие международного права, чтобы он не был оторван от Нью-Йоркской декларации, и чтобы он действительно воплощал в себе вопрос самоопределения. Монета в честь Фредди Меркьюри. Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую коллекционную монету, посвященную легендарному вокалисту группы Queen. Поводом стало 40-летие грандиозного концерта Live Aid, который летом 1985 года проходил в Лондоне на стадионе Уэмбли. На монете певец изображен в одной из его самых узнаваемых поз, взятой с выступления на арене Уэмбли. Нотный стан, проходящий по краю монеты, отражает вокальный диапазон Меркьюри в 4 октавы. Сестра Меркьюри, Кашмир Булсара, лично посетила Королевский монетный двор, чтобы отчеканить первую монету номиналом 2 фунта. Я думаю, он был бы очень польщен и рад, что его изображение окажется на королевской монете вместе с ним и королем. Поскольку Фредди умер молодым, у него не было возможности получить королевскую медаль за свои таланты в мире музыки, поэтому выпуск королевской монеты — это прекрасно и очень уместно.
Новая монета стала последним пополнением серии «Музыкальные легенды» Королевского монетного двора, в рамках которой ранее были выпущены монеты в честь Дэвида Боуи, Элтона Джона и Джорджа Майкла. Спасибо, что были с нами. Подпишитесь на «Один день», чтобы не пропустить главное.